Народ, всем привет! Я продолжаю собирать электростатическую коптильню. Сегодняшний ролик будет посвящен таймеру для включения и отключения катушки высоковольтного напряжения, для того чтобы дым успевал заходить полностью в камеру, заполнять эту камеру с продукцией, и для того, чтобы весь дым, который успел зайти в эту камеру, он был поглощен продукцией. Вот. Для этого мы будем использовать вот такую вот простую схему управления нашим устройством по, генератором высокого напряжения. Вот таким вот, которым мы собирали в прошлый раз, делали под него умножители напряжения. Вот. Сегодня мы эту часть нашего видео рассматривать не будем. Здесь, в принципе, и так все понятно. Мы будем рассматривать именно ту часть, которая относится к элементу управления, включения именно нашего генератора. Как обычно, для теста, для проверки на коленке собран вот такой вот макет, который я продемонстрирую более детально и более подробно. Но пока еще расскажу немного о том, что же все-таки здесь у нас имеется. Здесь у нас имеется USB. Здесь у нас имеется модуль для подзарядки литий-ионной батарейки. Вот я приобрел такую батарейку себе 18650, 1800 миллиампер. Вот у нас эта батарейка будет использоваться. Но это если на случай, если вы действительно захотите использовать батарейку. Есть вариант исключить вот эти два компонента и использовать здесь блок питания на 5 вольт и спокойно подключаться сразу же в розетку и не пользоваться, допустим, батарейкой. Но меня интересует тот вариант, когда есть возможность мобильности, скажем, куда-то поехать. Я взял вот такую вот коробочку, где тут сейчас покажу. В принципе, вот крышка от этой коробки, она небольшая, такая где-то. Вот. Взял эту коробку, у меня там находятся все мои элементы, и куда-то поехал. Там на природу, на шашлык, еще куда-либо, там, где отсутствует 220 постоянного переменного напряжения, сеть. Поэтому использование вот таких вот мобильных версий я считаю для себя, для разработки, самым оптимальным вариантом. Вот эту схему я собрал здесь для проверки, как оно будет хорошо или плохо работать все. Использовал элемент CN6009 для повышения напряжения и увеличения все-таки выходного напряжения как на самом генераторе высокого напряжения, так соответственно и на самом умножителе. Если использовать, допустим, 3,7 вольта, это будет одно напряжение на выходе, скажем, 15-18 тысяч вольт. Если же использовать 5 вольт, то здесь будет порядка 25-27, возможно даже и 30. Нам в принципе не стоит гнаться за высокими показаниями напряжения. Нам 20-25 тысяч вольт вполне достаточно для того, чтобы осуществить то, что мы задумали. А именно это копчение продукции в нашей коптильни электростатического напряжения. После того, как батареечку мы сюда подключили, у нас выстраивается напряжение на выходе вот этим подстроечным резистором. И я здесь установил 6 вольт при полностью заряженной батарейке. Когда батарейка будет опускаться напряжение там 3,7, это нормальная работа, или же до 3,2, это уже предел ее работы, то здесь напряжение будет опускаться порядка где-то до 4,5 вольт.
то есть полностью заряженная батарейка 6 вольт, полностью разряженная 4,5, что в принципе нам позволит еще произвести одну серию копчений, после чего потребуется подзарядка. К тому же можно будет использовать USB подключение одновременно с тем, как мы используем это приспособление. То есть нам не нужно искать дополнительные источники питания. Мы можем просто взять USB от телефона и, воспользовавшись зарядкой, пользоваться от самой сети. Вот. Теперь у нас вот собрана микросхема. Микросхема NE 3 пятерки. Собрана она вот таким вот образом. Здесь у нас подающее напряжение плюс-минус. На входе стоит конденсатор. Это вот этот конденсатор. Дальше у нас резистор между 4 и 7 ножкой. Вот он, этот резистор. Перемычка между 8 и 4 ножкой. Это вот эта перемычка. Здесь еще один конденсатор между 1 и 5 ногой. Между 1 и 5 ногой конденсатор. Первая нога у нас отрицательная. Ну и перемычка у нас здесь, может, плохо будет видно. Вот здесь вот перемычка внутри стоит от 2 к 6 ноге. Хороший стенд, на котором уже отваливаются элементы управления. Ну ладно, мы сейчас поставим паяльничек и это быстренько все исправим и включим, покажем. Вот. В принципе здесь ничего абсолютно сложного нету по схеме. Элемент управления, он меньше колпачка получается, таймера, сама микросхема NE 3 пятерки. Ну и третья ножка, которая сейчас у нас отвалилась. Третья ножка, где она у нас есть? Третья ножка, раз, два, три. Вот она, третья ножка. У нас открывает полевой транзистор, если я не ошибаюсь, да, ERF1404, который в свою очередь подает минус на включение нашего высоковольтного генератора. Ну, в данном случае, на данной модели у меня используются только диоды, вот, поэтому сам генератор здесь не подключен. Еще на что обратите внимание, что здесь стоит один резистор на 2 светодиода. Светодиоды есть синий и красный по цветовой гамме. И при таком включении будет гореть только один, красный. Поэтому для того, чтобы у вас при включении напряжения горел красный, скажем, светодиод, а при включении высоковольтного генератора горел синий, необходимо будет разделить этот резистор на 2. Ну, либо использовать 2 одинаковых резистора. То есть они не должны питаться из одной цепи тока. Придется их разделять между собой. Или же сделать так, что у вас синий светодиод это на включение питания, индикатор, да, а красный на включение высоковольтного генератора. То тогда при включении генератора красный перехватывает на себя ток и глушит синий. Синий же включается тогда, когда у нас генератор будет отключен. Вот. Так, сейчас я постараюсь быстренько подпаять провод управления, и мы тогда с вами продолжим.
Так, я подпаял провод, и мы можем с вами это включить. Здесь, кстати, по поводу элементов управления. Здесь у нас красным я в данном случае отметил продолжительность включения, и зеленым это пауза между включениями. Вот, использовать такое мне не понравилось. Когда идет сопротивление и диод, то я разделил сопротивление на одной ноге, диод находится на другой ноге. Так, сейчас мы и до этого дойдем, а пока что мы это включим. Вот, мы поставим сейчас минимальное значение, какие только возможно, и допустим, вот у меня загорелся красный светодиод, обозначающий о том, что в данном случае будет работать генератор высокого напряжения, и по истечении где-то порядка 17-20 секунд он будет у нас гореть. После того, как он пройдет это время, вот видите, у нас выключился, по сути дела, генератор высоковольтного напряжения, высокого напряжения, и загорелся синий индикатор, говорящий о том, что сигнализирующий о том, что у нас работает наше устройство, но генерация высокого напряжения в данном случае пока не происходит, потому что у нас есть пауза. Пауза занимает порядка 30 секунд, это на минимальных подстройках, то есть у меня и один, и второй резисторы выкручены полностью на 0. Сейчас идет сопротивление именно только на вот этих вот впаянных сюда резисторах. Вот у нас сейчас включился генератор, началось производство высокого напряжения. Вот. Для того, чтобы регулировать продолжительность работы или же паузу между включением и выключением, необходимо менять вот эти вот сопротивления. Если мы хотим делать интервал меньше на включение, мы уменьшаем сопротивление, вот, и тогда у нас получается будет меньше интервал и меньше время работы. Для того, чтобы увеличить время работы, соответственно, мы увеличиваем эти два показателя. Итак, вы видели, как у нас только что сработали светодиоды в зависимости от того, что у нас было включение, либо интервал между включениями. И убедившись, что схема действительно рабочая, вот, и ее возможно использовать, я перешел уже к тому варианту, который можно будет использовать в корпусе. Корпус я вам до этого показывал, крышку. Вот эту крышку показывал. Вот она, да, закрывается. Здесь у нас находится все самое основное и самое необходимое. Вовнутрь помещается батарейка. Туда помещается умножитель, сам генератор, светодиоды, микросхема, управление, ну и полевик, управляющий включением самого генератора. Провода я использовал такие, которые используются в вывесках. Там используется высокое напряжение. Если я не ошибаюсь, газовые лампы, неоновые подсветки, кажется. Вот. И вот такие вот провода там используются. Провод можно, в принципе, использовать любой медный. У него должна быть какая-то защитная оболочка, скажем, это трубка, которая будет сюда входить, защищать этот провод по всей длине до того места, где мы будем это использовать. Сейчас я попробую продемонстрировать, как получается у нас искра при включении. Вот один провод я проведу
через коробку, второй сделаю здесь. И посмотрим, что у нас в принципе из этого выйдет. Так, здесь тоже все, естественно, на коленке сделано. Только меня не ударит. Вроде бы не бьет меня нигде током. Естественно, схема еще не доделанная, все это будет еще упаковываться, все это будет заливаться горячим клеем. Вот. Поэтому пока что выглядит все вот таким вот образом. Вот. Сейчас у нас получается идет пауза между включениями. Как вы слышите, сам генератор высокого напряжения, он не пищит. Поэтому ждем, пока у нас пройдет пауза. И после включения этой паузы у нас будет улучшенная работа. Вот происходит короткая, точнее проскакивает искра между двумя электродами, то таким образом здесь создается большая нагрузка, падает ток в нашей общей цепи от батареи, и наш таймер, он переходит в режим интервала между включениями. Тем самым тем самым получается у нас некая система защиты от короткого замыкания. Вот. Здесь, конечно, еще у меня проскакивает искра на вот этом элементе, и надо будет ее заливать клеем, но это будет уже тогда, когда я буду это помещать все в корпус. Еще почему-то у меня вот возник вопрос, у меня не хочет срабатывать красный диод. Синий у меня срабатывает, а вот красный почему-то он отказывается. Может, это у меня не красный, может, это у меня какой-то другой, поэтому так все получается. На самом деле это должно работать. Если оставить эти два излучателя, вот который я положу здесь, я не хочу просто близко к микросхеме подводить его, и этот, то между ними чувствуется, как между ними проходит воздушный поток. То есть либо отсюда к этому излучателю, либо от этого к этому есть воздушный поток. То есть вот эта наша схема на данном этапе уже подтверждает, что она имеет право на жизнь, и она у нас в дальнейшем покажет себя с хорошей стороны. Ладно, дальше мучить я это все не буду. Это все будет помещаться в корпус, заклеиваться. Вот. Следующим этапом это просто все собрать, закрутить и переходить уже к следующей части. А следующая часть у нас будет изготовление дымогенератора. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будет интересно, полезно и познавательно. Спасибо за внимание. Всем до свидания.